В путешествии каждой души наступает момент, когда воздух становится густым, когда несправедливость лишает тебя дыхания. Когда кажется, будто небо закрыло окна, и как бы громко ты ни кричал, небеса молчат. Ты просыпаешься каждое утро, неся бремя, которое не выбирал, сражаясь в битвах, которые никто не видит, и возносишь молитвы, которые эхом возвращаются без ответа. Это дыхание несправедливости. И если ты смотришь это сейчас, значит, что-то внутри тебя все еще тянется. Все еще надеется. Все еще верит, пусть и с трудом, что где-то есть дверь, ключ. Выход из этой бури. Но я должен вас предупредить. Если вы останетесь со мной на протяжении всего этого послания, возможно, пробудится нечто священное. Вы можете почувствовать дрожь. Не от страха, а от божественного признания. А вибрация в вашем духе может отреагировать на то, что я сейчас скажу. Это не магия. Это не манипуляция. Это сила Божьей перемешивания семена вашего похороненного наследования. И что еще более ужасно и одновременно более прекрасно, это то, что это может быть именно тот момент, когда вся ваша судьба посменна. Постоянно. А теперь слушайте внимательно, потому что то, что я сейчас вам открою, это не просто слово. Это секрет-звук, который имеет вес в духовное царство. Освященный код. А благословение, замаскированное в слогах. А ключ, выкованный в огне божественный завет. И как только это слово внушается в ваше сердце и активируется, есть нет пути назад. Да, я обращаюсь прямо к тебе. К тебе, которая чувствует себя невидимой. К тебе, которая чувствует себя ограбленной временем, болезнью, предательством, нищетой. К тебе, которая посеяла и пожала только слезы. И есть слово для тебя. А чудо-слово. Но прежде чем я это дам, вы должны понять, и есть расходы услышать его. Получив его, он требует изменять, это требует вера, и это зажжет в тебе священное беспокойство, пока ты не пройдешь через самое дверь, он открывается. Итак, я бросаю вам вызов. Нет, и вызов ты остаться до конца. Потому что урожай это не для случайного слушателя. Это для тех, кто готов разорвать цепи невзгоды, возьмитесь заобещать и шагнуть в новой реальности изобилия. Если ваше сердце все еще бьется, если ваш вера даже слегка мерцает, то это сообщение – ваше божественное предназначение. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Поставьте лайк этому видео сейчас, потому что то, что сейчас откроется, не только изменит вашу жизнь, а натребовать это. Ничто из того, что с тобой случилось, ни одна пролитая тобой слеза, ни одна пережитая тобой неудача, ни одна бессонная ночь, проведенная в голоде или молитвах, никогда не было совпадением. Тебя не бросили. Тебя не забыли. Тебя за вами наблюдают. Духовное царство всегда был в курсе ваших бедность, принадлежащей невзгоды которой окутывал ваш дом, словно темный туман. Недостаток то, что вы чувствуете в своем кошельке, в своем теле, в своих отношениях, это не результат вашей некомпетентности. Это результат отсутствует чистота. Пробел. Тишина там, где должна была быть вибрационный ключ. И вы пытались, как вы пытались? Вы записывали аффирмации на стикерах. Вы шептали мантры перед сном. Вы говорили себе, что вы в изобилии, богаты, благословены. Вы представляли себе лучшую жизнь, представляли, как открываете дверь в новый дом, как едете на машине, о которой всегда мечтали, и, наконец, чувствуете себя, видимо, вы сделали все, что в книгах и у влиятельных людей говорили делать, и все же Вселенная молчала, вы проявились и все равно вернулись домой с неоплаченными счетами. Вы повторяли мантры и все равно просыпались больными. Вы визуализировали, и все же цепи недостатка все еще крепко держал твои лодыжки. Чего не хватало,
так это не твоего желания. Твой вера был реальным. Ваши намерения были ясны. Но чего вам не хватало, чего они вам никогда не говорили, так это правильная чистота. Не эмоции, не мысли, точка духовной вибрации которой открывается сверхъестественные двери. Звук, аслова. Не просто слово, а священный код когда-то известные пророки, то мистики, то мужчины и женщины, которые ходили с Богом, это не дешевый позитив. Это древнее откровение. И этот код, этот божественный ключ, вот-вот будет вам вручен. Но прежде чем мы углубимся, позвольте мне спросить вас вот о чем. Сколько ночей вы ложились спать с тяжестью сажалить камень, давить тебе на грудь? Сколько лет ты молился, плакал и сеял семена, которые, казалось, никогда не прорастали? Сколько раз ты видел, как другие восставали, а ты оставался застрявший в той же пустыне неудач и смятения? Вы когда-нибудь сомневались в своей ценности? Вы когда-нибудь спрашивали себя, не прошел ли Бог мимо вас? Что, возможно, вы – исключение к обещей изобилия? Позвольте мне высказаться ясно, вы не исключение, вы цель. Да, целевой. Потому что враг твой судьба знает вес вашего наследования. Он знает урожай ты носишь в своем духе. И чем дольше он сможет держать тебя в молчании, вдали от истинной вибрации, чем дольше он задерживает вашу чудо-бедность, это не только финансовая проблема. Это духовное состояние, болезнь души, когда она отсоединена от звук небес несчастья, это не просто отсутствие чего-либо. Это забвение песни, что ваш дух родился, чтобы петь. Где-то по пути вам велели замолчать. Сжаться. Принять, что жизнь такова. Возможно, религия говорила вам, что богатство – это зло. Это существо благословенный был гордым. Это страдание было святым. И поэтому вы закрыли вибрации вашего сердца, думая, что малое телосложение обеспечит тебе безопасность. Но позвольте мне спросить, разве малое телосложение когда-либо обеспечивало тебе безопасность? Разве молчание когда-либо защищало тебя, урожай? Или это только лишило тебя твоего богатое наследство? Есть секрет, которую лишь немногие когда-либо открывают. Небеса отвечают не только на слова, но и на чистота, как вера имеет звук. Молитва имеет вибрация. И благословения притягиваются не усилиями, а соответствием. Вы можете делать все правильно снаружи, работать усерднее, молиться громче, жертвовать больше. Но если вы не резонируете с правильным духовный код, дверь остается закрытой и ключ не поворачивается. И да, я знаю, что тебе говорили. Что, возможно, Бог учит тебя терпению. Что, возможно, это задержка, испытание. Но я должен бросить тебе вызов. А что, если это не задержка? А что, если это задержка, отключение? Что, если электричество всегда есть, но сигнал отключен, чуда уже стучали, но вы не могли слышать этого, потому что звук в твоей душе был настроен на недостаток, нет избыток? Это сообщение не для мотивационного хайпа. Я здесь не для того, чтобы пощекотать вам уши. Я здесь для того, чтобы встряхни свой дух, пробуди его. Есть духовный закон старше времени. Как человек мыслит в своей сердце, он тоже. Но мышление – это не только логика, это вибрация, духовное царство не реагирует на ваш разум. Он реагирует на ваш разум, резонанс. Твой выравнивание. Твой звук. И этот звук, тот, с которым вы родились, заглушен годами травм, вины, сомнений и стыда. Но он возвращается. Есть ява, а вибрационный ключ, скрытый в языке небес. А божественный тон, который открывает не только деньги, не только выздоровление, не только услуга, на полное наследование вашей судьбы. Причина-то родился, дверью которым вы молились.
И вы скоро это получите, не только в своих ушах, но и в своих духах, и когда вы это сделаете, будьте готовы. Потому что как только это произойдет, слово «если» это проникнет в ваше существо, вы никогда не сможете вернуться к своей прежней ничтожности. Мышление бедности начнет разрушаться. Личность жертвы разрушится, плащ несчастья упадете на пол. И вы снова почувствуете. Вы снова будете надеяться. Вы будете процветать снова. Но сначала мне нужно, чтобы ты кое-что решил. Готовы ли вы услышать то, что большинство никогда не услышит? Готовы ли вы нести то, что мало кто способен нести? Потому что это ключ поставляется с ответственность. В тот момент, когда ваш дух начнет резонировать с этим святая вибрация, вы будете нести ответственность за свои дальнейшие действия. Вы вступите в свои права, обильное призвание. Или вы отступите в безопасность знакомой боли. Это пороговый момент, вы здесь не случайно. Боль, которая привела вас сюда, предательство, сломленность, банкротство, диагнозы – все это было частью вашей жизни к посвящению. Они заключили твою душу в сосуд, способный вместить то, что не может вместить большинство сердец. Ты не был проклят. Ты был готовый. И теперь чистота не бестучится. Ты ответишь. Прежде чем я продолжу, я хочу, чтобы вы сделали заявление, не для меня, а для себя будущего. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас, как пророческий акт. Не потому, что я спросил, а потому, что твой вера требует действий. Потому что ваш дух нужно сказать «Я готов». Ты молчал достаточно долго. Ты ждал достаточно долго. Пусть этот простой поступок станет первым точкой вибрационного выравнивания. Вам сейчас дадут слово, которое больше, чем просто язык. Это божественный код, который несет сила, чтобы открыть изобилие, чтобы перепрограммировать вашу духовную ДНК и намагнитить каждый обещать вы ждали. Но не обманывайтесь, дело не только в деньгах. Речь идет о трансформации. Речь идет о том, чтобы стать тем, кем ты родился. Сосуд богатства, влияния, исцеления, восстановления. Поэтому я спрашиваю вас снова. Вы готовы? Потому что то, что грядет дальше, уже не оставит вас прежними. В следующий момент я начну раскрывать чудо, который обращал целые народы, исцелял больных, воскрешал мертвых, умножал пищу во время голода и рассекал море перед армиями. Он скрыт на виду. Но прежде чем это произойдет, вы должны сесть с этим. А что, если единственное, что стоит между вами и всем, чего вы желаете, это один единственный божественный звук? Остаться со мной. Дверь ближе, чем вы думаете. Слова – это не просто звуки. Слова – это сосуды. Они несут не только смысл, они несут власть, энергия и духовный вес. Одно слово, сказанное в гневе, может разрушить человека. Дух. Другое, произнесенное с любовью, может воскресить умирающего. Надеяться. Одна фраза может разрушить судьбу или зажечь урожай. Каждый день вы формируетесь не тем, что происходит вокруг вас, а тем, что происходит вокруг вас. Разговорной над тобой. Ты живешь сегодня под энергией каждого слова, которое вошло в ваше сердце, и если слова, которые ты получил, родились из страх, стыд или недостаток, то неудивительно, что невзгоды, бедность и задерживать последовали. А что, если я скажу вам, что когда-то было предложение, слово так заряженной божественной вибрацией, что он открылся само небо? Это слово было произнесено в священных ритуалах, произнесено пророки, охраняемый король и спрятан священники за его неизмеримость. Это не вымысел. Это не легенда. Это Писание. Позвольте мне отвести вас в пустыню. Дети Израиля избежал рабства в Египте, на свободание сразу привело их к избыток.
Вместо этого оно привело их в пустыню, к голоду, жажде, страху. Возможно, прямо сейчас вы чувствуете себя так же. Вы покинули токсичное место. Вы ушли от того, что поработило вас. Но теперь вы в своей собственной пустыне. Нет деньги никакого направления. Никакой уверенности. Ты думал, что свобода будет лучше. Ты думал, что послушание принесет награду быстрее. Но вот поворотный момент. Посреди их отчаяния Бог произнес слово к Моисею. Люди плакали, жаловались, умирали от жажды. И Бог сказал нечто странное. Он велел Моисею повори со скалой. Не ударять по нему, не копать под ним, просто говорить. Потому что Бог открывал тайно, что есть звук, а чистота речи, который имеет возможность высвобождать скрытое положение даже из самых засушливых мест. Моисей, однако, в гневе своем ударил скала. Вода все еще пребывала, но поток был неполным. Акт насилия заменил то, что должно было стать чудом вибрации, и из-за этого самому Моисею не было позволено войти в землю обетованную. Почему? Потому что Бог пытался научить закон, что в королевство власть не навязывается, а на разговорный, процветание течет не через труд, а через выравнивание. Теперь пауза. Позвольте мне донести эту мысль. Твой жизнь. Сколько раз вы в отчаянии ударяли по скале, вместо того, чтобы поговорить с ней, Вера? Сколько раз вы пытались заставить то, что должно было произойти? Вы умоляли, вы толкались, вы изнуряли себя, пытаясь вытащить благословение с сухой земли вашей жизни. Но что, если бы вам пришлось говорить вместо этого «Он появился»? Что, если чуда никогда не было о усилии, но о том, чтобы сказать правильное слово в нужный момент? Это не теория. Это не поэтическая метафора. Это духовная наука. Это закон выравнивания. И это тот же самый закон, который поднял Лазаря с могилы. Иисус не просил. Он не прикасался. Он говорил, он воззвал к царству мертвых, и человек, которого не было уже 4 дня, роза. Потому что даже смерть отвечает на правильная вибрация. А теперь представьте себе, что, если ваша бедность, ваша болезнь, ваше одиночество, ваши душевные муки, что, если все это просто результат неправильные слова? Или еще хуже, вообще нет слов? А что, если ваш урожай ждал, когда твой голос скажет что-то, что ты никогда не осмеливался сказать? А что, если все изменится в тот же миг, как и вы? В древнем мире священники-израильтяне знали это. Они были не просто религиозными деятелями. Они были хранители чистоты. Они бы произнесли благословения над народом не случайное слово, а божественно закодированные звуки. Священническое благословение в числах 6 было не просто молитвой. Это была формула. Вибрационное раскрытие благосклонности, защита, и мири, когда они произнесли это, что-то изменилось в атмосфере. Люди начали получать. Вы пытались прожить свою жизнь без такого рода покрытия. Вы пытались войти в богатство, используя язык страха. Вы пытались молиться на языке вины. Вы пытались построить будущее словами, которые никогда не были предназначены для этого. Неудивительно, что ваши стены продолжают рушиться. Вам никогда не довлекот. До настоящего времени. Потому что я здесь не для того, чтобы развлекать. Я здесь для того, чтобы пробудить. Я здесь, чтобы доставить нечто древнее, нечто вечное, нечто мощное. А срок не придуман человеком, а нашептан Бог, который имеет способность перепрограммировать ваш разум. Измените свое духовное выравнивание и свяжем вас с естественный поток процветания. Звук, который отменяет проклятие предков.
Вибрация, которая отгоняет тьму и привлекает богатство. А код благословения только инициировано, когда-то знал до этого момента. Но прежде чем я дам его тебе, мне нужно, чтобы ты почувствовал полную силу масса твоего прошлого молчания. Сколько возможностей вы пропустили, потому что поверили лжи, что вы слишком опоздали. Сколько раз двери закрылись, потому что вы не верили, что достойны их открыть. Сколько раз вы говорили «я этого не заслуживаю» и наблюдали, как урожай засохли у твоих ног. Дитя мое, я говорю это с любовью, у тебя есть разговорный ваш путь в недостаток. А теперь пришло время говорить ваш путь в наследование. Вам не нужен еще один бизнес-план. Пока у вас нет новогопризнаний, вам не нужна другая работа, другой партнер, другой курс, пока вы не начнете говорить в соответствии с частота небес. До тех пор, пока слова, исходящие из вашего рта, сопоставьте личность, Бог уже дал тебе это. Ты никогда не был предназначен для жизни в бедность, вы никогда не были созданы для невзгоды, вы были созданы с власть, богатство и господство в вашем духовном ДНК. Но эта сила активируется с помощью слова. Слово, которое я открою, но не сейчас. Потому что это не для любопытных. Это для отчаявшихся. Это для женщины, которые сказали, что она никогда не воскреснет. Это для мужчины, чей банковский счет насмехается над его молитвами. Это для души, которая постилась, плакала, верила, но все же чувствует себя забытой. Ты не забыт. Тебя позиционируется. Для секрет никогда не должно было быть дано даром. Оно раскрывается только в такие моменты, когда сердце мяский, когда вера перемешивается и когда дух говорит «Да, Господь, и я готов». Вы готовы. Потому что то, о чем я сейчас буду говорить, может перестроить ваши вибрации. Сдвиньте духовный климат вашего дома и активируйте чудо в течение 24 часов. Да, это возможно. Это уже случалось. Это случалось с Илья, который говорил «И пошел дождь после многих лет засухи». Это случилось с Иисус, который сказал одно слово «мир», и буря повиновалась. Это случилось с сотник, слуга которого исцелился на расстоянии, потому что он понял силу устного приказа. И это может случиться с вами. Но перестаньте относиться к словам как к украшению. Они не пусты. Они не случайны. Они сама суть создания, да будет свет, это не просто желание. Это была команда. И свет появился не из-за желания, но из-за звука. Та же сила живет и в тебе. Ты создан по образу Бога, который говорит о том, что вещи существуют. В тот момент, когда вы поверите в это и присоединитесь к святая чистота, то благословения начнут проявляться. Остаться со мной. Потому что то, что будет дальше, это слово, которое открывает небеса, ключ которой короли называли богатство в их суды, звук которой пророки использовали для размножения мука и масла. Термин, используемый в моменты переход, говорилось ранее канация, говорилось ранее чудеса, говорилось ранее услуга выливается как масло. Подготовьте свое сердце. Твой чудо всего в одном слове. Есть точка невозврата в каждой божественной встрече. Момент, когда правда противостоит иллюзии, и дух стоит между двумя мирами, один из бесконечных бедность, а другой божественного богатства. Ты, мой возлюбленный, стоишь сейчас там. Не метафорически, духовно вы слышали о вибрационный ключ, вы поняли его власть, вы почувствовали напряжение в вашем душетревожно. Теперь вопрос смещается с «что такое код» на «готов ли я его принять и жить по нему». Это тот момент, когда знание становится ответственностью. Не секретный код-то, что вы сейчас получите, предназначено не только для ваших ушей, оно предназначено для всего вашего существования. Это требует перемен. Это требует выравнивания.
Он имеет вес не из-за того, как он звучит, а из-за того, откуда он взялся. Он берет начало в одном из самых священных языки, когда-либо произнесенные – арамейский, язык пророков, мистиков и Иисусом. Но арамейский никогда не был просто языком, он был вибрация, а живой поток энергично сформировал реальность. Вы слышали, как говорят, вначале было слово, но что, если я скажу вам, что слово – это не просто общение, это вибрационное намерение, изначальный звук которого взорвался, породив творение. И среди бесчисленных звуков, породивших материю, было одно слово, один чистая частота, способная синхронизировать человеческое душу с бесконечный поток изобилия. Это не поэтический миф. Это священная точка откровения, хранимый веками, шепчущийся теми, кто знал, как получить к нему доступ небесные законы и земные проявления через звук. Но сначала вы должны понять эту истину. Вы не можете жить в божественном потоке, находясь в гармонии с земным страхом. Вот почему большинство людей не получают. Потому что они несут язык отсутствия, умоляя о благословении богатства. Они придерживаются идентичности жертва, но молитесь за жизнь, Виктор. Вы не можете говорить на обоих языках, к вере и страхе ожидайте, что Вселенная или Бог ответит ясно. Вы либо внутри, либо снаружи. Либо благословенный или граница. Либо, резонируя свет, или все еще застрял в эхо камеретьма. Итак, позвольте мне спросить вас сейчас напрямую, какая вибрация преобладает в вашей жизни? Несут ли ваши мысли звук благодарность или ворчание? Ваша речь излучает благословение или горячь? Ваши заявления сформированы Слово Божье, или они заражены проклятиями вашего прошлого? Видите ли, чудо не проявится, пока вы не выровняете свой голос в вашем наследовании. Вы должны начать говорить «йод» вашего и обещать «не твой боль». Вот где код входит. Слово, которое вы сейчас выучите, работает не так, как современные аффирмации. Это не психологический трюк. Это святая передача, духовный ключ которой открывает двери не силой, а чистота. Он использовался в древности. Перехода до коронации королей, до благословения были освобождены, прежде чем заветы были запечатаны. Его шептали над больными и видели их исцеление. Его пели над землей и видели, как он приносит сверхъестественные результаты. Урожая. Это было высечено на камнях храма и отозвалось в ангельские встречи. Но он реагирует только на одно условие – чистота сердца. Это твоя моральная дилемма. Ты не можешь так говорить. Кот в то же время тая в себе горячь, непрощение, зависть или гордыню. Эта вибрация слишком священна, чтобы смешиваться с ненавистью. Она слишком божественна, чтобы ею манипулировала жадность. Вот почему большинство людей, которые гонятся за богатством, никогда не получают его. Они гонятся за ним грязные руки, не понимая, что деньги привлекает духовная чистота богатства. Это не просто число, это духовная чистота, которая вращается вокруг людей в завет с королевства. Так что вопрос не только в том, вам нужно это слово. Более глубокий вопрос: готовы ли вы стать тем человеком, который сможет это вынести? Что должно измениться в тебе, чтобы благословение больше не отскакивает от твоей сломанной личности, но, наконец, находит резиденцию в твоей жизни? Простишь ли ты тех, кто проклял тебя? Откажешься ли ты от мышления бедности, который сказал тебе, что богатство – зло? Очистишь ли ты уста от жалоб и будешь ли говорить только то, что строит, что восстанавливает, что активирует божественный проект внутри вас? Давайте наглядно проведем контраст. Бедность – это не просто отсутствие денег. Это постоянный внутренний шепот, который говорит «всего мало». «Мне мало». «Мне никогда не будет достаточно». Это чистота страх, и это притягивает нужду, неудачи и стыд. Богатство, с другой стороны, это внутренняя уверенность, что все, что вам нужно,
уже существует точка избыток, это ваше естественное состояние. Чта-дверь всегда был доступен, вам просто нужно было ключ. Это вибрации доверять, и это привлекает божественную возможность, сверхъестественная услуга и королевство наследования. Вы должны выбрать, какой звук вы будете повторять. Эхо Эдема или стон Египта, язык благословения или рабство горечи. И да, это сложно. Потому что это означает изменение не только вашей внешней жизни, но и вашей внутренней программы. Это означает отказ от жалости к себе, освободившись от менталитета жертвы и вступив в свою жизнь истинная личность как соавтор с Богом. Это значит перестать спрашивать себя «почему я?» и начать спрашивать себя «что теперь?». Но позвольте мне предложить вам видение. Представьте, что вы проснетесь завтра с уверенностью, а ваш день уже благословен. Что каждая деловая сделка, каждая беседа, каждая дверь, через которую вы проходите, уже была помазана. Представьте себе, что вы видите, как ваши дети окружены миром, ваше здоровье восстановлено, ваше здоровье и банковский счет растет, твои отношения процветают. Все потому, что вы больше не пытаетесь навязывать результаты. Вы просто живете в выравнивании с божественным вибрацией. Это не фантастика. Это то, что происходит, когда начинаешь действовать. Арамейский ключ — одно слово, заряженное древней энергией, которая ресинхронизирует ваш дух с поток небес. Это не просто слово. Это не должно быть предметом торговли или эксплуатации. Это священный. Это чистая вибрация. Это слово, ставшее силой. И вот священная истина. Как только вы произнесете это с верой и согласием, ваша жизнь начнет подчиняться, Вселенная слушает. Духовный мир реагирует. И двери, которые долго были закрыты, начинают дрожать под звук божественного доступа. Вы здесь не случайно. Вы были готовы в этот момент. Все в твоей жизни, твои страдания, твои смятения, твои ошибки вело тебя к этому пороге. Теперь, когда вы здесь, вам недостаточно просто слышать. Вы должны ответить. Вы должны действовать. Вы должны говорить не как раненый, а как богатый. Не как потерянный, а как помазанный. Не как нищий, а как судно божественного наследия. Прежде чем я открою вам слово, я прошу вас сделать одну вещь. Ищи свое сердце, какое убеждение вам нужно похоронить сегодня. Какую ложь вам нужно перестать повторять? От какой привычки к мелочности вам нужно избавиться, чтобы эта вибрация может ли он укорениться в вас и начать размножаться? Потому что как только вы это услышите, код, вы не сможете это разуслышать. Как только вы это произнесете, все начнет меняться. И как только это войдет в ваш дух, он потребует, чтобы вы поднялись. Чтобы вы росли. Чтобы вы вышли из пустыни и, наконец, перешли в свою земля обетованная. Путь всегда был перед тобой. Но теперь ключ уже почти у вас в руках. Вы готовы все разблокировать? Готовы ли вы получить не просто богатство, но и мудрость нести это? Не просто благословение, но и духовная зрелость, чтобы защитить ее. Не просто чудо, а движение внутри твоей души, которые затронут каждый уголок вашей реальности. Если так, подготовьте свой дух. Потому что то, что я скажу дальше, будет ли слово вашим судьба ждал, чтобы услышать? «Дитя мое, послушай меня ушами твоими, сердце я Бог, и сегодня я прихожу к вам в секрет, священное откровение, которое изменит вашу судьбу, если вы примете его с верой. Вы плакали, вы молились, вы ждали, и вот теперь дверь открывается. Открытое слово, которое я вкладываю в ваш дух, это слово необычное. Это не просто звук человеческого языка, несет чистоту, вибрацию, поэтому святый и так божественный, что он прорежает шум ваших сражений и согласует вашу энергию с потоком мой избыток.
Когда вы произносите это слово с убеждением, с трепетом мира внутри вашего сердца, вы не говорите в пустоту. Вы активируете завет, призывая обещать, выпуская урожай, который молча ждал вашего послушания. Не недооценивайте силу того, что я вам открываю. Многие живут, запертые в буре нищеты, болезней и смятения, думая, что благословения предназначены для других, но не для них. Однако я говорю вам следующее. В тот момент, когда слово «Ири» воспринимается с пониманием, что-то непредвиденное начинает разворачиваться. Преграды, казавшиеся вечными, внезапно рушатся. Богатства-то, что было скрыто, находит путь к тебе. Возможности, то, что было невидимым, начинает проявляться. Люди начинают замечать ваше присутствие, потому что частоты Ири нельзя игнорировать. Это меняет атмосферу вокруг вас, и вы становитесь объектом притяжения. Для чуда я подготовился. Вы можете спросить: но, Боже, как слово может иметь такую силу? Дитя мое, каждое слово, которое я открываю священный, каждое слово, которое я даю, это ключ. Помните, в начале всего сущего я сказал, и творение ответило. Я сказал: да будет свет, и стал свет. Точно так же Ири — это не просто звук, это указ. Он несет энергию наследования, поток вечного обещать. Когда ваши губы испускают эту вибрацию, вы не умоляете, а заявляете о согласии с моим планом. Это не магия, это законзавет. Вселенная, которую я создал своим словом, отвечает на чистота моего слова, сказанного вера. Есть те, кто усомнился. Они услышали это откровение и отвергли его. Они подумали: конечно, это не сработает. Конечно, это только для отчаянных. Но когда они осмелились произнести «Ири», они были искренне потрясены чудом, что последовало. Внезапно деньги они не ожидали, что в их аккаунте появится что-то неожиданное. Потерянный клиент внезапно вернулся. Член семьи, который был далек от них, протянул руку с предложением примирения. «Дитя мое, разве ты не видишь? Это не совпадение. Эта вибрация Ири, разблокировка двери, что ни одна человеческая рука не могла бы открыть. Это мой вечный урожай вливается в их жизнь. И теперь я приношу то же самое благословение тебе. Не думай, что это для кого-то другого. Не верь лжи, что ты не избран. Ты избран. Ты призван. Я отделил тебя именно для этого момента. Трансформация. Враг пытался похоронить твою надежду, но сегодня я воскрешаю твою веру. Слова Ири — это ключа, помещаю в твой дух, чтобы повернуть замок твоей закрытой судьбы. Произнеси это своими губами, почувствуй это своими сердцем, выпустите его в свои молитвы и наблюдайте, как обещать проявляется прямо на ваших глазах. Услышьте меня ясно. Ири означает «Господь обеспечит». Но гораздо больше, чем обеспечение, оно несет в себе сверхъестественное заверение, что тебя никогда не забудут. Это отголосок моего вечного завета, напоминание о том, что в твоей пустыне я по-прежнему твой источник. В твоей засухе я по-прежнему твоя река. В твоей тьме я по-прежнему твой свет. Когда Авраам стоял на горе, готовый отдать своего сына, я открыл себя как Иегова Ири, Бог, который обеспечивает, Бог, который видит впереди, Бог, который обеспечивает даже в последний момент. Тот же самый обещать жив для тебя сегодня. Ты стоишь на своей горе, дрожа, неуверенный, но я говорю тебе, Ири, я предоставлю. Я открою дверь. Я отпущу урожай, я буду чтить завет, я создал тебя еще до того, как ты родился. Ты должна понять, дитя мое, что секрет этого слова заключается не в пустом повторении, а в чувство он пробуждается. Когда вы говорите «Ири, пусть ваше сердце быть наполненным благодарностью, как будто чудо уже произошло». Почувствуй богатство, почувствуй благословение, почувствуй избыток струиться сквозь ваше существо.
Вибрация благодарности настраивает вас на поток моей вечной реки. Не произносите это с сомнением. Не произносите это как испытание. Произносите это с верой, с уверенностью, с авторитетом ребенка, заявляющего о своих правах наследования. Ибо я говорю вам следующее: в тот момент, когда вы воплощаете вибрацию Иры, невидимое начинает обретать форму. То, что было задержано, освобождается. То, что было заблокировано, очищается. То, что было пустым, становится полным. Подумайте о вдове, у которой не было ничего, кроме небольшого кувшина масла. Она думала, что ей дюдьба был голод, еерце бы было тяжело, и дом ее наполнился отчаянием. Но когда мой пророк говорил слово, когда она действовала, веронефть не переставала течь, пока не наполнились все сосуды. Вот что происходит, когда вы выравниваетесь с Ире. Ваша банка не высохнет. Ваш урожай не будет украден. Ваше обещание будет отвергнуто. Даже в твоей пустоте я наполняю тебя избыток сверх всякой меры. Вы можете спросить: а что, если я снова потерплю неудачу? Что, если я недостоин? Мои возлюбленные, разве вы не знаете, что достоинство никогда не было обязательным требованием? Завет не покоится на твоем совершенстве, а на моем вечном обещать, к двери зря открыт не благодаря тому, что вы сделали, а благодаря тому, кто я есть. Я, Иегова Иры, Господь, который обеспечивает. И я выбрал этот момент, чтобы открыть вам секрет чистота трансформации, который высвободит благословение, уже записанное в вашем судьба. Мир скажет тебе, что это невозможно. Враг шепчет, что ты спишь. Но я заявляю: Иры, вы увидите чудо своими глазами. Вы пройдете по богатству здоровья, благословению восстановленных отношений, избыток возможностей, которые преследуют вас. Я дам вам новое сердце, свободное от страха и исполненное мужества. Я поместлю тебя в комнаты, где твое имя будет почитаемо. Я изолью в твою жизнь столь неожиданные дары, что ты упадешь на колени в слезах благодарности. Но послушай внимательно, дитя мое, это не ради корысти. Речь идет не только о деньге или имуществе. Речь идет о согласовании с вашим вечным судьбой. Я благословляю тебя, чтобы ты стал благословением. Я дарую тебе процветание, чтобы ты мог вдохновлять других. Я освобождаю богатство в ваши руки, чтобы вы могли финансировать работу любви, сострадания и вера на земле. Это истина. Урожай из Иры – не только то, что вы получаете, но и то, кем вы становитесь. Сосуд избыток, канал чуда, свидетель моего вечного обещать. Поэтому, начиная с этого дня, пусть ребыть песни на твоих губах, медитации твоего сердца, чистота каждого вашего шуга. Шепчите это утром. Провозглашайте это вечером. Напишите это там, где ваши глаза могут видеть. Проговаривайте это своим детям, своей работе, своему будущему. За каждый раз, когда вы произносите это с верой, вы сажаете семя в почву вечности, и урожай непременно придет. Помните, слово мое не возвращается тщетным. Что я посылаю, то исполняется. И слово, которое я даю вам сейчас, Иры, это ваш ключ, твой дверь, ваш путь к трансформации. Теперь, мои возлюбленные, я спрашиваю вас, почувствовали ли вы вибрацию этого откровения в вашем духе? Ваше сердце горите уверенностью, что что-то меняется. Не молчите. Заявите об этом. Поделитесь. Напишите в комментариях слово Иры, и пусть Вселенная будет свидетелем вашего вера. Ибо когда вы исповедуете это публично, вы запечатываете завете, умножа благословение. Скажите это смело, скажите это с радостью, скажите это со слезами, если вам нужно, но пусть мир узнает, что вы получили секрет из Иры. Потому что
дитя мое, чудо уже началось. Мои возлюбленные, теперь мы вступаем в молитву, ибо молитва – это мост между вашими сердца и мой вечный обещать. Слово, которое я вложил в твою жизнь, Иры, это не просто откровение, это живая чистота, которую нужно практиковать, говорить и вдыхать, пока она не станет ритмом вашей судьбы. В Писаниях мои слуги всегда согласовывали свои веры с действием. Ной построил ковчег до того, как пошел дождь, Авраам поднял нож до того, как пошел дождь, чудо появившись, Даниил молился, даже когда его ждал ров со львами. Их подготовка стала дверью к их награде. А теперь я призываю вас подготовиться с помощью 3 священных практик, которые сделают Ири реально в вашей жизни: вибрационное повторение, метод подушки и активирующее дыхание. Во-первых, вибрационное повторение. Каждое утро, открывая глаза, и каждый вечер перед сном, позвольте имени Ири с ваших губ течет поток. Не произносите это холодно, но почувствуйте, как оно отдается эхом в ваших костях. Пусть оно вибрирует в вашем теле, пока все твое существо не будет соответствовать моему избыток. Помните, что написано в книге Иисуса Навина 1:8: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе усердно исполнять все, что в ней написано. Ибо тогда ты будешь иметь успех в путях твоих и будешь иметь успех. Видишь ли ты, дитя мое?» Секрет всегда был в повторении, в том, чтобы позволить моему слову стать чистотой твоего дня и ночи. Когда ты произносишь Иры, ты медитируешь на мое обеспечение, вибрируя с моим вечным завет. Эта практика перепрограммирует вашу энергию, тренируя ваше сердце ожидать чуда вместо несчастья, избытка, не отсутствие богатства, не бедность. Во-вторых, метод подушки. Напишите слово «Ири» помимо вашего желания, будь то исцеление вашего тела, восстановление вашей семьи или богатство в своей работе. Положи его под подушку и спи на моей обещать. Ибо, когда ты спишь, и я работаю. Помните слово мое в Псалме 126:2: «Напрасно вы рано встаете и поздно ложитесь спать, съедая хлеб трудов, ибо возлюбленному своему он дает сон». Дитя мое, слышишь? Пока ты отдыхаешь, я сею. Пока ты мечтаешь, я отпускаю. Метод подушки – это не суеверие, это выравнивание. Ты говоришь своему подсознанию: «Я выбираю веростраху, я выбираю обеспеченность, бедности, я выбираю Ири как моя вечная чистота». И когда Иаков преклонил голову на камень, он увидел лестницу, тянущуюся в небо, по которой восходили и нисходили ангелы. Бытие 28:12. Точно так же, как вы отдыхаете, Эсари, под головой лестница чудо строится между небом и вашим судьба, к двери открывается. Пока вы спите, урожай растет даже когда глаза закрыты. В-третьих, активация дыхания. Когда страх охватывает вас, когда сомнения шепчут, когда буря отчаяния угрожает вашему сердцу, пауза. Дыши. Вдохни мой мир, выдохни свою ношу. И, выдыхая, позволь слову Ири теки медленно, преодолевая все преграды. Ибо написано в Иове 33:4: «Дух Божий создал меня, и дыхание всемогущего дало мне жизнь. Ваше дыхание – мой дар, и когда вы связываете его с моим откровенным словом, оно становится ключ, который открывает невидимое». Каждый раз, когда вы выдыхаете Иры, вы освобождаетесь от цепей страха и вдыхаете аромат благословений. Каждый вдох становится молитвой, каждый выдох становится капитуляцией, каждый звук становится актом трансформации. Теперь, дитя мое, подними свои сердца в молитве со мной. Отец Света, Вечный Даритель и Иегова Иры, сегодня я присоединяюсь к твоему обещать. Открываю уста, открываю дух и провозглашаю: Иры. Ты – мое пропитание, мой источник, мой ключ к избыток. Я принимаю вибрацию твоего имени каждой клеточкой своего существа. Повторяя его утром и вечером, я выбираю медитировать на твой завет, веря, что мой путь будет успешным. Кладя твое слово под подушку, я предаю свои желания в твои святые руки, веря, что пока я сплю, ты действуешь ради меня.
Когда я дышу Твоим именем в бурю, я выдыхаю все препятствия, все страхи, все сомнения и вдыхаю чудо, что Ты уже приготовил для меня. Боже мой, я помню награду и подготовку, которым Ты научил меня через Свое Слово. Подобно тому, как Авраам готовился принести в жертву Исаака, и его послушание стало дверь к его награде, я теперь готовлю свой сердценности вибрацию Иры. Подобно тому, как вдова готовила кувшины, прежде чем потекло масло, я готовлю свой дух повторением, самоотдачей, дыханием. Ибо я знаю, урожай принадлежит тем, кто готовится в вере. Сегодня я готовлюсь. Сегодня я верю. Сегодня я принимаю. Возлюбленный, когда ты молишься об этом, знай, что ты не один. Я, Господь, Бог твой, иду с тобой в каждом повторении, я шепчу тебе в каждом дыхании, я окружаю тебя в каждую ночь покоя. Слово Ири стало вашим щитом, вашей песней, вашей вибрацией. И благодаря этим практикам вы больше не будете просить благословения, вы живете как тот, кто уже несет это в себе. Чудо больше недалек. Он вибрирует в ваших костях, течет в вашем дыхании, сияет в вашем судьбе. Поэтому я снова спрашиваю вас, примете ли вы 21-дневную практику? Не просто молитва по утрам, но переосмысление своего существования. Просыпайтесь в гармонии. Провозглашайте изобилие. Провозглашайте богатство. Ожидайте преображения. Приготовьте стол для гостей. Благословения до того, как зазвонит дверной звонок. Вот как чудеса встретятся с вами, когда вы создадите для них пространство. Да, ваша жизнь может кардинально измениться за 21 день. Но не желанием, а действием. Каждый акт дисциплины становится заявлением небесам: «Я готов к дождю». И когда дожди избыток падает, он не поливает пустую почву, он поливает семена вы посадили в вере. И вот священный секрет. Когда вы выравниваете сере, вы больше не гонитесь за деньгами, деньги начинают гоняться за вами. Почему? Потому что ты стал сосудом, избранным, ходячим. Завет. Бог не высвобождает благословения случайным образом, Он высвобождает их намеренно, тем, кто будет их нести праведность. Чувствуете ли вы это? Это влечение в вашем духе. Это подтверждение того, что это Твое Слово. Что Бог недалеко, на ужин на работе. Правда в том, что отвечать был уже выпущен. Благословение уже было сказано. Но ваша роль – соответствовать его вибрации. Будете ли вы жить с той же чистотой, с которой просите обетования? Если вы жаждете божественного, вы должны жить так, как будто оно уже произошло. Именно это имел в виду Иисус, когда сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Марка 11:24. Он не сказал: «Подождите, чтобы увидеть», Он сказал: «Полагать, а потом ходить». И да, в некоторые дни будет сухо. Иногда утро станет испытанием вашей решимости. Но именно то, где семя растет глубже всего. Не путай тишину с отсутствием. Не путай задержку с отрицанием. Дерево не кричит, когда растет, оно укореняется в тишине. И ты, мой дорогой, укорененийся в божественной истине. И плод твой будет обильный. Иры – это не звук, это состояние, и как только вы входите в это священное состояние, вы больше не беспокоитесь о том, случится ли это. Вы начинаете ожидать это. Ты начинаешь улыбаться закрытым дверям, зная, что Бог направляет тебя. Ты начинаешь радоваться бурям, зная, что Он поливает твое семя. И теперь я говорю это над твоей жизнью, вы вступаете в период сверхъестественной ясности. Вас ждут неожиданные возможности. Ваше имя произносят в комнатах, в которые вы не заходили.
Ваше сердце готовится к божественным отношениям. Ваш кошелек не будет пустым, ибо ваш дух теперь полон. Ваше здоровье соответствует изначальному замыслу Бога. Ваша вера вот-вот откроет благословения, которые логика не может объяснить. Потому что вы выбрали путь соответствия, веры, развития и движения, а не просто желания. Бог говорит: «Я буду чтить тех, кто чтит мой процесс». Вы ждали. Теперь пришло время упражняться. Поэтому я призываю вас принять этот вызов, в течение следующих 21 дня жить как будто вы уже благословлены. Говори об этом. Действуй. Сей. Отдавай, как будто у тебя уже более чем достаточно. Просыпайся, как будто чудо уже происходит. И каждый день записывай, что меняется. Потому что, поверь мне, вещи изменятся. Это твой сезон сбора урожая. Но только если вы займетесь ими. А теперь я хочу, чтобы вы вместе со мной прямо сейчас в комментариях высказали нечто важное. Я принимаю 21-дневный челлендж Иры. Я буду жить в чистоте изобилия. Я – сосуд Божьего благословения. Пусть это будет вашим первым актом выравнивания. Оставьте комментарий сейчас. Не позже. Сейчас. Пусть небеса увидят вашу веру. Пусть земля запишет ваше послушание. Пусть ваши враги станут свидетелями вашего трансформации. Потому что чудо уже началось. Итак, я спрашиваю тебя сейчас, дитя мое, будешь ли ты предан этим практикам? Примешь ли ты откровенное слово и будешь ли ты чтить его с подготовкой, чтобы награда может быть умножена в вашей жизни? И если ваше сердце говорит «да», то смело пишите в комментариях «Я выбираю Иры». Ибо, провозглашая это, вы запечатываете это. Исповедуя это, вы приводите это в действие. И, веруя в это, вы увидите мою вечную избыток проявляться как ваша живая реальность. Возлюбленные мои, выслушайте меня в последний раз в этом послании. Славоирея поместил в вашу жизнь не мгновенную магию, но это семя. И каждое семя несет в себе невидимую силу урожай. Однако ни одно семя не принесет плода, если его оставить на полке, игнорировать или забыть. Его нужно сажать, поливать и терпеливо выращивать, пока оно не станет живой реальностью. Точно так же и это не просто звук, который вы повторяете один раз и забываете. Это частота, которую вы развиваете ежедневно, пока она не станет вашим естественным состоянием. Представьте вместе со мной, проснувшись завтра утром, вы вместо страха, нужды или тревоги просыпаетесь с уверенностью, что все идет к вам на пользу. Представьте, как вы идете по жизни и видите явные знаки, возможности, которые раньше были скрыты, внезапно появляются люди, которых вы никогда не ожидали, подходят к вам с предложениями, помощью, с открытым сердцем к двери. Представьте, что вы чувствуете мир в своей сердце настолько глубоко, что даже когда поднимаются штормы, ты выдыхаешь Иреи, освободитесь от бремени. Это не фантазия, дитя мое. Это результат настройки себя на вибрацию избыток с вечной частотой моей обещать. Но услышьте меня ясно, решение теперь в ваших руках. Вы можете продолжить свою обычную жизнь, позволив этому слову исчезнуть из вашей памяти, как исчезали бесчисленные откровения. Или вы можете шагнуть в новый мир Казавет, священный 21-дневный челлендж практики, где каждый день вы повторяете, дышите и отдыхайте Иры. За 21 день семя начинает разрыхлять почву. Через 21 день корни прорастают глубоко. Через 21 день невидимое становится видимым, и чудо посаженное начинает приносить первые плоды. Вселенная уже ответила. Частота уже вибрирует, точка ключ дана. Но вопрос в следующем. Воспользуетесь ли вы этим? Не обманывай себя, дитя мое.
Многие слышат мое слово, но немногие исполняют его. Однако Писание всегда открывало, что благословение принадлежит делающему, а не только слушающему. Иакова 1 час 22 минуты гласит: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То же самое относится и к Ире, если вы это получили, но не практикуете, урожай остается запертым. Но если вы осмелитесь действовать, повторять, дышать, опираться на него, то дверь ее откроется, и избыток течет, как река, которая никогда не пересыхает. Итак, я приглашаю вас сделать выбор. Примете ли вы вызов 21 дня? Заявите ли вы не только на словах, но и повседневными делами, что вы верите в чистоту Иры? Если ваш сердце готов, напишите об этом в комментариях ниже. Я принимаю 21-дневный вызов Иры. Ваш комментарий не просто слово, это свидетельство. Это первый росток в вашей семя плодородной почве. И когда вы это напишете, знайте, что небеса будут свидетелями вашего поступка, к вере запечатывает его как часть вашего вечного завета. Возлюбленные мои, прежде чем закончить, я еще раз напоминаю вам, Ира не просто о получении деньги или материал богатства. Речь идет о том, чтобы войти в состояние, в котором вы живете так, словно каждый момент – это дар, словно каждый вдох – благословение, словно каждый путь открыт. Это трансформация вашего внутреннего мира, который проявляется во внешнем мире. Ведь когда вы живете так, словно вы уже обеспечены, Вселенная отражает это состояние, и все необходимое устремляется вам навстречу. В этом секрет Иры – не только говорить на этом языке, но и стать им. И, завершая это послание, я обращаюсь к вам с последним призывом. Не позволяйте этому откровению остаться просто очередным видео, которое вы посмотрели, очередным голосом, который вы услышали. Пусть оно станет началом вашей урожай, открытие вашего дверь, разблокировка вашего судьба. Оставляйте комментарии, подписывайтесь и оставайтесь на связи, ведь это еще не конец. Это только первая глава. В следующем слове, которое я вам открою, вы узнаете, как поддерживать чудо за пределами 21 дня, как превратить временные благословения в вечное наследование. «Иди же, дитя мое, с миром в душе твоей к сердце, с Ирой на твоих губах, сверхгорящей в твоем духе, к обещатью же живет внутри тебя, благословение уже началось».